Приветствую вас на канале Рукоделки-Посиделки. И это вторая часть мастер-класса «Лошадки Дакоты». Сегодня мы будем с вами вязать туловище нашей красавицы. Напомню вам, что эта лошадка, рост у нее 27 сантиметров. Ниточку я использовала из расчета 300 метров на 100 грамм, крючок 2,5. В этой части мы свяжем туловище и животик. Давайте начнем. Я приглашаю вас и продолжим наше вязание. Так, мы связали с вами все 4 ножки. И сейчас мы будем их соединять в туловище. Пока мы откладываем 3 ножки в сторону. И помните, мы с вами закончили переднюю ножку вязать, и мы не отрезали хвостик. И здесь мы продолжим. Это будет у нас с вами 25 ряд. Мы вяжем, продолжаем вязание 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Дальше мы будем вязать 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Связали цепочку из 8 воздушных петель. Следующую ножку мы с вами берем заднюю ножку. Не перепутайте. Видите, передняя ножка, она здесь уже, задняя шире. Мы берем заднюю ножку. Теперь смотрите. От момента, как мы с вами закончили вязание, мы отсчитываем 13 столбиков. 13 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13. И сюда мы с вами вводим крючок, и с этого момента мы провязываем 20 столбиков без накида. Первый, вот мы с вами присоединили, видите? Вот так будет. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10, 11, 12, 13 и еще 7 столбиков. 13, здесь мы ввязываем хвостик. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Присоединили. Дальше мы вяжем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Соответственно, мы с вами берем вторую заднюю ножку, в вторую петлю от места, где мы закрепили. Вот мы закрепили первая и вторая. Вводим крючок. И с этого момента мы провязываем 20 столбиков без накида. Первый, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Провязали 20 столбиков. Теперь мы с вами будем ввязывать вторую ножку, но до этого нам нужно с вами связать 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так будет, да? Берем переднюю ножку и мы прикрепляем в третью петлю после того места, где мы закрепили. У нас закреп. И мы считаем 1, 2, 3. И с этого момента мы с вами провязываем 18 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик без накида. Нам нужно с вами теперь будет соединить 2 передние ножки. Для этого мы вяжем 4 воздушные петли. И теперь смотрите, давайте проверим, чтобы у нас не были перекрученные цепочки. Вот так. Мы сейчас будем присоединять. И присоединяем мы с вами в 7-ю петлю после первой 8-й цепочки. Вот у нас цепочка с вами, и мы в 7-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 7-ю. И с этого момента мы отсчитываем, провязываем по кругу 18 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Мы с вами пришли к началу нашей первой цепочки.
мы собрали все 4 ножки. С вами, видите, вот так они будут стоять. Чтобы вам удобно было, можно здесь поставить маркер. Давайте я возьму вот такой маркер и поставлю пока. И продолжим наше вязание. Здесь хочу обратить ваше внимание. Смотрите, по цепочке мы будем вязать за заднюю долю петли. Видите, цепочка задняя, передняя доля петли. Мы вяжем за заднюю долю петли по кругу. В каждую петлю столбик без накида. По цепочке мы вяжем за заднюю стенку петли. Давайте я провяжу. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Смотрите, там, где начинается у нас ножка, здесь осторожненько не пропустите вот эту первую петлю, потому что есть вариант, что вы случайно пропустите, тогда у вас не будет хватать петельки. Вот каждый раз, где начинается ножка, не пропустите вот эту первую петлю. И дальше по ноге, где мы вяжем, мы уже вяжем за 2 доли петли. Ну, как обычно. Вяжем так по кругу до нашего маркера. И у вас должно получиться 100 столбиков без накида. Если у вас получится больше или меньше столбиков без накида, значит где-то вы совершили ошибочку, где-то потеряли столбик или добавили лишний. Поэтому проверьте себя в конце 26 ряда. И давайте встретимся с вами уже в 27 ряду. А пока вяжем по кругу до конца и увидимся с вами уже в начале 27 ряда. А пока я провяжу это в ускоренном режиме. Итак, мы закончили с вами вязать 26 ряд. И дальше с 27 по 31 ряд, 5 рядов подряд, мы будем вязать 100 столбиков без накида. 5 рядов подряд. Давайте с вами встретимся уже когда провяжем. Нажмите видео на паузе и провяжите
5 рядов по 100 столбиков без накида. Итак, мы с вами провязали 5 рядов, первый, второй, третий, четвертый, пятый. И дальше мы будем делать с вами убавки. И 32 ряд мы начнем с 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Дальше мы делаем с вами убавку. Одну. Следующие 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14. Следующая у нас идет одна убавка. После этого мы вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 столбик. Опять вяжем убавку. И следующие 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и 14. Делаем одну убавку. Восемь столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Делаем убавку. Следующие 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, убавка.
Дальше вяжем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12. Делаем убавку. И остается у нас с вами 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И последний у нас с вами будет убавка. Вот последняя убавка, видите? Закончили 32 ряд. Можем поменять маркер. Отметим. Последний ряд будет, да? И смотрите, 33 ряд мы вяжем 15 столбиков без накида, убавка. Вяжем 15 столбиков. Пятнадцатый. Дальше мы вяжем с вами убавку. И тут у нас будет с вами раппорт. Мы вяжем 11 столбиков без накида. Убавка повторяем так 2 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11. Делаем убавку. И еще раз повторяем точно так же 11. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И делаем здесь убавку. Дальше мы с вами вяжем 25 столбиков без накида. Я делаю это на ускоренном режиме. А вы можете поставить на паузу видео и связать в свойственной вам манере. Вот бы так все быстро вязалось, правда? Закончили. 25 столбик без накида. Дальше смотрите, у нас с вами идет убавка. И продолжаем вязать 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый,
5, 6, 7, 8, 9 и 10. После этого мы снова вяжем с вами убавку. И до конца ряда у нас должно остаться с вами 10 столбиков без накида. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и заключительный 10 столбик без накида. В этом ряду у нас с вами должно получиться 87 столбиков. 34 ряд вяжем по схеме 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Следующее делаем одну убавку и продолжаем наше вязание. 10 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик без накида. Дальше мы вяжем одну убавку и следующие 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик без накида. Вяжем убавку. И продолжаем наше вязание. Раппорт вяжем 10 столбиков без накида, убавка. Так повторим 2 раза. 10 столбиков без накида. Дальше у нас идет убавка. И повторяем так еще один раз. 10 столбиков без накида. Провязываем. Замечательно. И делаем убавку. Дальше по схеме вязания мы с вами провязываем 26 столбиков без накида. И давайте я это сделаю в ускоренном режиме, чтобы вам не нудно было смотреть это видео, а интересно, легко и приятно вязать. Вяжем 26 столбиков без накида. И остается у нас с вами, смотрите, 3 петли. Мы вяжем одну убавку и последний столбик без накида. Вяжем убавка и столбик без накида. И в ряду у нас должно получиться с вами 81 столбик без накида. В 34 ряду. 35 ряд. Начинаем вязание. 14 столбиков без накида. Давайте свяжем это легко и просто. 14 столбиков без накида. Вначале кажется, что эту лошадку сложно вязать, но когда приступаешь к работе, совсем не сложно. Схема несложная, понятная, просто будьте внимательны. Так, связали 14 столбиков без накида. Теперь мы вяжем одну убавку. И дальше у нас будет раппорт. 9 столбиков без накида, убавка. Повторим так 2 раза. Давайте начнем. 9 столбиков.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Дальше делаем убавку. И повторим так еще один раз. 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. После у нас идет убавка. Замечательно. Дальше по схеме мы с вами вяжем 22 столбика без накида. Давайте я ускорюсь и свяжу эти 22 столбика. Замечательно. У нас все получается с вами. Дальше мы делаем убавку одну и снова вяжем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик без накида. Потом мы с вами вяжем одну убавку. И до конца ряда у нас с вами должно остаться 8 столбиков без накида. Вяжем 8 столбиков без накида. В конце у нас с вами должно получиться 76 столбиков. Проверьте себя, не потеряли ли вы нигде петелечку. Вот я до конца довязала 8 столбик. Чудесно. И давайте продолжим. Покажу вам, какая у нас получается лошадка. И приступим. Дальше у нас будут убавки. 36 ряд мы с вами вяжем 11 столбиков без накида. И будем с вами убавлять, формировать спинку. 11 столбиков без накида. Следующая у нас идет убавка. После мы вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Делаем еще одну убавку. Затем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Делаем еще одну убавку. Продолжаем вязать 36 ряд. 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Следующая идет у нас убавка. Дальше отдохнем. 12 столбиков без накида. 12 столбиков без накида. У вас всегда есть подсказка. Вверху написана схема. Так,
провязываем 12 столбиков без накида. После у нас идет убавка, 1 штучка. И теперь мы вяжем 21 столбик без накида. Давайте я сделаю это в ускоренном режиме. 21 столбик без накида. Это у нас с вами 36 ряд. Еще чуть-чуть, и спинка уже будет готова. Делаем убавку. Я заканчиваю 21 столбик. Делаем убавку. И столбик без накида. В 36 ряду у нас с вами должно получиться 70 столбиков без накида. Ну что, начнем 37 ряд. И 37 ряд мы с вами сначала провяжем 49 столбиков без накида. Вяжем по кругу 49 столбиков без накида. Вот так быстро и легко. И несложно. Такую лошадку можно связать и из плюшевой ниточки, только она получится у вас больше, где-то в 1,5 раза. Но тоже будет прикольная. Так, довязываем 49 столбиков без накида. Затем мы с вами свяжем одну убавку. Так, я довязала 49. Проверьте себя, чтобы не пропустить. Да, я пересчитаю, проверю себя. Так, все нормально. Хорошо. 49 столбиков без накида провязали. Дальше у нас идет убавка. — 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, еще 2, 13 и 14. Потом мы вяжем одну убавку. И остается у нас с вами, смотрите, 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. В 37 ряду у нас с вами должно получиться 68 столбиков без накида. Ну что, давайте продолжим. 38 ряд. 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10, 11 и 12. Дальше мы будем с вами вязать раппорт. Убавка, убавка и 5 столбиков без накида. Так повторим 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый и 5. Первый раз провязали, еще один раз. Убавка,
и 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И еще один раз убавка и 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Следующая у нас идет убавка. А потом мы с вами провяжем 33 столбика без накида. Но сначала делаем убавку. И до конца ряда у нас с вами 33 столбика без накида. Давайте я свяжу это за кадром. И мы с вами уже встретимся в 39 ряду. Ну вот, я провязала. Смотрите, какое же туловище лошадки получается. Продолжим. 39 ряд. Вяжем 45 столбиков без накида. В ускоренном режиме. Вяжем 45 столбиков без накида. У нас осталось совсем немного еще провязать тело лошадки. Так. Заканчиваем вязать наши 45 столбиков без накида. Вот я провязала, можете себя проверить. Дальше делаем одну убавку. И 13 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, последний 13. А дальше мы с вами делаем одну убавку. И у нас с вами остается 2 столбика без накида до конца ряда. В 39 ряду у нас с вами должно получиться 62 столбика без накида. Вот так вот. Вяжем дальше. 40 ряд. Мы вяжем с вами 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, ниточка путается, 9, 10, 11 и 12. Потом у нас с вами будет раппорт, убавка 4 столбика. Так повторим 3 раза. Вяжем с вами убавка и 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый столбик без накида. Еще раз делаем убавку и 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. И последний раз повторяем раппорт убавка и 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Следующая у нас с вами идет убавка.
И до конца ряда мы с вами провязываем 30 столбиков без накида. В 40-м ряду у нас с вами должно получиться 58 столбиков без накида. Давайте я свяжу это за кадром, и мы с вами уже увидимся на 41-м ряду. Так, я провязала 41 ряд. 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11. И снова у нас с вами будет раппорт, убавка, 3 столбика без накида, повторим так 3 раза. Убавка, вяжем 3 столбика без накида, первый, второй, третий, еще один раз убавка, первый, второй, третий. И последний раз убавка. И 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Так, третий. Угу. Провязали. Так, проверю себя, все правильно. Дальше делаем одну убавку. Бабочка. И вяжем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и 14 столбик без накида. Следующий мы вяжем убавку. И снова 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. Здесь мы вяжем убавку. И до конца ряда у нас с вами остается 2 столбика без накида. Все правильно. Первый и второй. И в ряду у нас с вами должно получиться 52 столбика без накида. Чудесно! Продолжим наше вязание. 42 ряд, 11 столбиков без накида. Первый, второй, ниточка запуталась, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Дальше у нас будет блок повторений, убавка и 2 столбика без накида. Повторим 3 раза. Убавка. Дальше 2 столбика без накида. Первый, второй. И снова убавка. И 2 столбика без накида. Первый,
второй. И последний раз убавка. 2 столбика без накида. 1, 2. Следующая у нас с вами идет убавочка. И продолжаем наше вязание 13 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и 13. После мы снова вяжем убавку. И еще 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик без накида. И остается у нас с вами 3 столбика, поэтому вяжем одну убавку и столбик без накида. Убавка. И столбик без накида последний. И в ряду у нас с вами должно получиться 46 столбиков без накида. Вот какое туловище уже получается. Ну, красота, правда? Ну, давайте продолжим наше вязание. И 43 ряд мы вяжем 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10 и последний 11 столбик без накида. Теперь у нас с вами будет повтор. Убавка, столбик без накида повторим 3 раза. Одна убавка, столбик без накида. И еще раз убавка, столбик без накида. И последний раз убавка, столбик без накида. Завершаем наше вязание. У нас идет одна убавка. И до конца ряда остается 24 столбика без накида. Вяжем до конца 24 столбика без накида. И в 43 ряду у нас с вами должно получиться 42 столбика без накида. Давайте я это свяжу за кадром, и мы с вами увидимся на 44 ряду. Итак, 44 ряд. Вяжем снова 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10 и 11. Дальше у нас с вами идет 4 убавки подряд. Будьте внимательны. Делаем первую убавку,
Следом вторую убавку. Третью. И четвертую. Отлично. Провязали 4 убавки. И до конца ряда у нас с вами остается 23 столбика без накида. Вяжу в ускоренном режиме. В 44 ряду у нас с вами должно получиться 38 столбиков без накида. Скоро уже будем формировать шею нашей лошадки. Давайте проверим себя. Все правильно. Закончили 23 столбик без накида. Так, ну что, будем формировать шейку лошадки. Смотрите, вот этот маркер нам не понадобится. Мы его возьмем, перенесем. И возьмите еще один маркер. Теперь смотрите, от нашего крючка мы отсчитываем 6 петель. Давайте вместе просчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот сюда мы с вами вводим наш маркер. Шестую петлю. Замечательно. А второй маркер мы отсчитаем 15 петель. От второго маркера считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот сюда вставляем второй маркер. Давайте отметим. Дети, мы уже заканчиваем с вами вязать туловище лошадки. Замечательно. И теперь мы с вами приступим и будем вязать 45 ряд. И мы вяжем с вами 6 столбиков без накида, которые мы отсчитали. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И приходим к маркеру, да? Смотрите. Шестой, вводим крючок там, где у нас первый маркер был. Вот видите, мы провязали с вами 6 столбиков без накида. Вот начало ряда. Теперь крючок вставляем в петлю, где у нас второй маркер стоит. Вот сюда, видите? Вводим наш крючок в отмеченный вторым маркером столбик и провязываем 18 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик без накида. И смотрите, мы с вами пришли в начало ряда, где мы начинали отсчитывать наши 6 петель. Это будет наше следующее начало ряда. Поэтому можем взять маркер, вот этот, он нам уже не понадобится, и перенести его, чтобы нам легче было ориентироваться, когда будем вязать
шейку нашей лошадки. У нас осталось с вами связать 5 рядов. Здесь у нас получилось с вами 24 столбика без накида, а это мы потом зашьем спинку, но об этом позже. Давайте продолжим вязать шею лошадки. И схема у нас будет такая. Вот я возьму ниточку, вяжем столбик без накида. 2 ряда подряд у нас будет одинаковая схема, 46 и 47 ряд. Мы вяжем столбик без накида, а дальше мы вяжем 10 полустолбиков с одним накидом. Давайте покажу, как вязать. Делаем накид, вводим крючок и ниточку проводим через все 3 петельки. И так повторяем еще 9 раз. Второй полустолбик с накидом, третий, четвертый, пятый. Мне на камеру неудобно держать, вам будет легче вязать. Шестой. Возьмете поудобнее вязание и не составит большого труда. Седьмой полустолбик с накидом. Восьмой. Девятый. И 10. А дальше по схеме мы с вами вяжем 13 столбиков без накида до конца ряда. И в ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Вот такая у нас будет шейка нашей лошадки. Заканчиваем 46 ряд. 13 столбик. И 47 мы вяжем по точно такой же схеме. Схему я вам оставляю. Видео сделаю немножко быстрее. Повторяем схему столбик без накида, 10 полустолбиков с одним накидом, после чего мы вяжем 13 столбиков без накида. И в 47 ряду у нас тоже должно получиться 24 столбика без накида. Вот этот второй маркер можете уже убрать, чтобы он не мешал вашему вязанию. Я уже не стала убирать, уже вяжу так, вместе с ним. Итак, довязываем наш 47 ряд. В 48 и 49 будет похожая схема, но немножко с нюансами. Так, закончили. Давайте я вам покажу. Вот, уберу все-таки этот маркер, мешает мне. 48-49 ряд вяжем по схеме 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше опять мы вяжем 10 полустолбиков с накидами. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,
8, 9 и 10. Полустолбик с одним накидом. До конца ряда у нас с вами останется 12 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. 12 столбиков без накида. В 48 ряду у нас должно с вами получиться 24 столбика. И давайте 49 ряд по той же схеме я свяжу за кадром, а мы с вами уже увидимся на последнем ряду, 50 ряду. И будем завершать шейку лошадки, заканчивать. Итак, 50 ряд мы с вами вяжем 3 столбика без накида, 10 полустолбиков с одним накидом и 11 столбиков без накида. Начнем. 1 столбик без накида, 2, 3. Дальше 10 полустолбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И дальше мы вяжем с вами 11 столбиков без накида до конца ряда. В 50 ряду у нас с вами должно остаться 24 столбика без накида. Вяжем 11 столбиков. И все, и останется у нас с вами связать пузико. Заканчиваем. Вот последний столбик. Готово. Ниточку мы с вами обрезаем. Вот так. Закрепляем. Потом будем пришивать голову. Ну вот, туловище у нас с вами связано. Здесь мы потом зашьем ниточкой, иголочкой. Осталось нам связать животик пузика. Давайте свяжем. Итак, приступим. Будем сейчас вязать животик. Находим с вами. Помните, мы вязали у нас с вами здесь 8 петель. Вводим крючок. 8 петель. Вводим крючок в первую петлю. Может быть, тут будет немножко плотновато, но у вас все получится. Берем нашу ниточку основного цвета. Можете взять и другую. Пузико может быть желтеньким, беленьким, а не желтеньким. Делаем воздушную петлю. И сюда же 1 столбик без накида. Первый столбик без накида. И дальше прямо мы продолжаем вязать еще 7 столбиков без накида. В каждую петлю, вот видите, в каждую петлю мы с вами провязываем по столбику без накида. И в первом ряду у нас с вами должно получиться 8 столбиков без накида. Это у нас с вами второй. Хвостик я ввязываю. Третий. Четвертый столбик без накида.
5, 6, 7. Так, и вот здесь 8, последний столбик без накида. Вот так мы с вами провязали. Второй ряд делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем наше вязание и с второй петли от крючка мы вяжем 9 столбиков без накида. Первый и дальше по полотну, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8 и 9. Отлично. Мы с вами провязали второй ряд, и у нас с вами должно получиться 9 столбиков без накида. Третий ряд мы делаем точно так же 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и с второй петли от крючка мы провязываем 10 столбиков без накида. Первый, так до конца ряда. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Так, еще немножко. 8, 9 и 10. Так, тут немножко плотно я связала, но ничего. Готово. И теперь давайте продолжим дальше наше вязание. Четвертый ряд. Мы с вами вяжем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. И с второй петли от крючка мы с вами провязываем соответственно 12 столбиков без накида. То есть 10 плюс 3. Вяжем первый, второй, третий, четвертый. Там 10 остается, да, у нас 10, которые мы провязали. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10, 11, 12 и последний мы провязываем 13 столбик без накида. В четвертом ряду у нас с вами должно получиться 13 столбиков без накида. Вот с таким мысиком. Пятый ряд. Вяжем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Разворачиваем наше вязание. И со второй петли от крючка мы провязываем 17 столбиков без накида. Давайте свяжем первый, второй, третий,
4, 5. Так, ниточку добавлю. 6. Дальше 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и последний 17 столбик без накида. Готово. В пятом ряду 17 столбиков без накида. Снова мы с вами сделаем, но одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и в каждую петлю провязываем по столбику без накида. 17 столбиков без накида должно у нас с вами получиться. Вяжем 17 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и последний 17 столбик без накида. 6 ряд 17 столбиков без накида. 7 ряд делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание и тут будьте внимательны, мы вяжем 14 столбиков без накида, то есть не довязываем ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последний 14 столбик без накида. Вот видите, у нас такой как бы островок получается. Здесь он вот так будет пришиваться. Но об этом чуть позже. Нам еще немножко осталось с вами связать. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем 10 столбиков без накида. Снова мы с вами не довяжем до конца. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик без накида. В 8 ряду у нас с вами должно быть 10 столбиков без накида. 9 вяжем, у нас будет убавка. Для этого делаем воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. И смотрите, так как это пузико, и тут не очень удобно будет и не очень видно, мы не будем с вами, как обычно, делать убавку. Мы просто пропустим одну петлю. Эту петлю пропускаем. И этот столбик у нас будет как столбик убавки. И вяжем еще 8 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, 6, 7 и 8 столбик. У нас 9 столбиков без накида. Одна как убавка 1 столбик и еще 8 столбиков. 10 ряд
воздушная петля подъема. И повторяем точно так же. Пропускаем одну петлю, вяжем через столбик, один столбик без накида, это у нас будет вместо убавки с вами. И до конца ряда 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Так в ряду у нас с вами получилось 8 столбиков без накида. На этом мы с вами закончим. Возьмите ниточку, подлиннее оставьте хвостик, потому что нам надо будет животик пришить к лошадке. Обрезаем ниточку. Ее закрепляем. Протягиваем вот так петелечку. Так. И потом смотрите, мы с вами можем немного набить тело, а можем сначала половину пришить пузика. Я вам покажу сейчас, как оно будет пришиваться. Вот так мы с вами складываем и по периметру будем пришивать иголочкой. Так, так, здесь и потом снова до начала. Давайте я вам покажу, как я это начну делать. Можно немножко набить, но оставить плотность, чтобы было легко пришивать животик. У меня длинная иголка, очень длинная, но другой под рукой не было, поэтому я лишь вам покажу принцип пришивания. А там уже вы сами сделаете, правда? Смотрите, складываем вот так наш животик и основное тело лошадки. И иголочкой подхватываем ниточку. Так, чтобы нас не запуталось, протягиваем. Так. Сложите, чтобы было ровненько, красиво. И еще раз подхватываем тело животика, тело лошадки и ниточкой сшиваем. Надеюсь, вам хорошо видно. Это не сложно и очень просто. Смотрите, получается очень аккуратно, шва практически не видно. А делаем так по кругу. Сначала один бочок пришиваем, петелька в петельку. Очень удобно. 8 петель бочка и 8 петель животика. Они соединяются и прекрасно пришиваются. И тут, смотрите, мы уголочек к уголочку пришиваем. Подхватываем ниточки и протягиваем иголочку. Если это делать аккуратно, вообще не будет видно шва. И вот смотрите, тот мысик, что мы с вами вывязывали, как раз он к ножке подходит, видите? И так продолжаем пришивать ножку к животику. Проходим полностью по ножке. Возьмите поудобнее лошадку, будущую заготовку, и вот так пришивайте. Чтобы удобно подлезть. Уж очень у меня большая иголка, вы возьмите поменьше. Так. Итак, чтобы не пропустить ни одну петельку, чтобы не было дырочек, так хорошо проходимся вдоль ножки.
и животика. И вяжем, пришиваем до конца. Вот я вам покажу, смотрите, одну сторону я уже пришила. Видите, как красиво получается? Ничего не видно. Теперь я бы вам советовала наполнить холофайбером ножки плотненько, животик, и затем продолжить пришивать пузико. А потом уже добавить можно будет через шейку, через спинку, и спинку тоже мы с вами зашьем. Давайте я сделаю это за кадром и покажу вам уже, что у меня получится. Ну вот, я набила лошадку. Еще немножко добавлю холофайбера. И вот так пришью. Не сильно плотно набивайте. Сначала пришейте пузико, а добавите уже холофайбер через шейку. Ну что, пошла я пришивать. И вот туловище моей лошадки готово. Покажу вам. Смотрите, как все аккуратно и красиво получается. Ниточку я вывела в хвостик. Там еще будет хвостик пришиваться. Можно добавить холофайбер. И я сейчас вам покажу, как зашить спинку. И будет у нас готово туловище. Вот такое красивое. Давайте покажу. Я уверена, что вы знаете, но может быть, кто первый раз создает игрушку. Вот так тоже подхватываем ниточки, стягиваем. И получается красивая спинка. Вообще ничего не видно, шва не видно. Но еще один момент. Если захотите, мы свяжем с вами седло для этой лошадки, как у меня в Дакоте, и вообще ничего не будет видно. Шва никакого. Видите, как красиво все получается. Ну вот, вторая часть мастер-класса закончена. Если вам нравится со мной вязать и вы цените мои усилия, поставьте лайк, мне будет приятно.